ты не прошел тест, с тобой мы общение не будем продолжать. Я такая, что? Я работала только с денежками. Денежки я люблю. Почти как французская куртизанка. Привет, меня зовут Полина, и это пилотный выпуск подкаста «Все так». Я обычный человек, и в своей жизни часто сталкиваюсь с одиночеством, связанным с тем, что мне кажется, что меня никто не поймет с моими проблемами, переживаниями и, как мне кажется, странностями. Но также я психолог, и ежедневно сталкиваюсь в своей практике с подтверждением того, что такие переживания абсолютно нормальны, и мы все не одиноки. Мы все сталкиваемся с этим. Именно так появилась идея создать этот подкаст. Я буду очень рада и очень благодарна вам, если вы оставите какой-то отклик. Лайки, комментарии, подписки. Это все будет меня вдохновлять и мотивировать создавать новые выпуски. Приятного просмотра! Ну что, привет, Лен. Привет, Полина. Как ты вообще себя чувствуешь? Как у тебя настроение сегодня? Отлично себя чувствую, несмотря на погоду дождливую. Я все равно в прекрасном настроении, бодра, весела, впрочем, как обычно. Как тебе студия наша? Слушай, потрясающе. Мне очень нравится, как ты все украсила. Цветы, вот эти гипсофилы, они такие прикольные, и мне нравится. Мне Красота. очень приятно, потому что, да, я очень готовилась, очень переживала, на самом деле так интересно. Я не переживала все время, пока я готовилась, и вчера резко я вдруг начала переживать. И даже знаешь что? У меня вот тут, короче, следы от прыщей. И я вчера вдруг очень начала нервничать, что они у меня именно на той стороне, с которой мы снимаем. Вот. И потом я, в принципе, начала думать о том, что, господи, как мы запариваемся на вот эти вот все темы, да, вот эти все какие-то незначительные дефекты, как в нас это вложили, да, что вот ты должен быть каким-то идеальным. Да? Согласна. То есть это откуда-то еще с детства идет, со школы, да, когда тебя там дразнят за каждую мелкую непохожесть. Если брать мою личную какую-то историю, то это в детстве, когда, помнишь, подростковый период, подростки самые такое не фильтрующие свои слова, такие жестокие, жесткие. И вот в этот период как раз у меня была боль. Ну, это не то чтобы моя боль, но мой пунктик, так скажем. Это неровные зубы. Вот реально меня дразнили. Ну, не так, чтобы постоянно, но частенько по поводу того, что они там какие-то не такие, недостаточно ровные. И я думаю, ну ладно, я просто не буду улыбаться с зубами. Просто буду улыбаться всегда. А как ты улыбалась? О, Господи! Вот так. И долго ты так улыбалась? Ну, в большинстве случаев я улыбалась так. И очень редко, ну, то есть, безусловно, когда я там смеялась, я себя не ограничивала. То есть это не было, знаешь, какого-то чувства забитости прям на этот счет. Благо, меня с детства воспитывали так, что я была достаточно уверенной в своей симпатичности, так скажем. Вот. И не считала это прям каким-то бешеным недостатком, который нужно именно исправлять. То есть, хотя я была у стоматолога, спрашивала, как, что можно сделать, но мне сказали, что там надо вырывать клыки и все такое. Я такая, ну нет, как бы на такие какие-то кардинальные меры я не готова идти. Тогда, когда я переросла просто подростковый период, где-то лет там 18-17, я поняла, что в принципе этого никто не замечает. Да. Ну, то есть даже если замечают... Сколько мы с тобой знакомы, я вот... Такая, я первый раз вижу. Я тебе в зубы как бы не смотрю при разговоре. Да. То есть даже если это кто-то замечает, это нисколько не портит меня. Это моя особенность, моя изюминка. И вот таким образом я просто приняла это. Слушай, это легко этот процесс произошел? Просто ты так говоришь, да, как будто бы вот она просто ты утром проснулась и такая... Это было... Нет, конечно, это было не типа, знаешь, по щелчку и прям вот утром проснулась и все так. Это была какая-то именно процесс, да, такая история, но она не была сильно болезненной для меня, поэтому не могу сказать, что я там убивалась сильно на эту тему. Просто прошел этот период тогда, когда люди
имели такую дерзость высказывать это. А тогда, Мгм. когда люди это не высказывают, этого как будто бы и нет. У меня похожая история есть, но так тебе больше повезло, что ты выросла, и люди перестали говорить. Мгм. У меня как раз тоже в подростковом возрасте у меня над губой вот здесь пушок был. Он, Вот. блин, есть у всех. Ну, он был такой легкого русоватого оттенка, но он практически был незаметен. Но мне в школе мне прям говорили, прям ха-ха, там, Полина, у тебя усы. Мгм. Просто это еще так называли, знаешь, усы. Мгм. Вот. И в принципе, я отшучивалась. Вот тоже, Мгм. как у тебя, я, в принципе, я понимала, что я красотка, Мгм. но, да, за вот этим вот всем все равно меня это как бы задевало, Мгм. и я отшучивалась, я говорила, ха-ха, да я отращиваю, чтобы на палец можно было накручивать. Мне кажется, это хорошая реакция на самом деле. Да, но оно, знаешь, оно все равно как прикрытие идет. Прикрытие. Да, но потом вот я выросла, у меня была подруга, которая мне говорила там, а почему ты там не удалишь, ну там не Мгм. уберешь, ну знаешь, и вообще в принципе не сказать, что мне перестали говорить про это, когда я выросла. Да, вот так особенно какие-то близкие люди, знаешь. М. Да, у меня был момент, я, короче, целовалась с парнем, и он мне сказал, у меня вот здесь сверху раздражение, это, наверное, твои усы. Я такая, что? Прошу прощения. Ничего себе! Вот это Прикинь, мне уже лет 20 кошмар. было, то есть это взрослый такой. И я не думаю, что это... Ну, я сейчас намного больше, да, принимаю Мгм. себя, какие-то свои особенности и так далее, но, несмотря на это, я хожу регулярно. Сейчас моя регулярная такая практика, что я хожу на лазер убирать Мгм. это все. И теперь из-за этого они намного темнее, как бы мне приходится прям реально этим регулярно заниматься. А я понимаю, что если бы в детстве с детства, да, мне вот это все постоянно не говорили, не тыкали, так я Мгм. бы и не обращала на них внимания, я бы их вообще не замечала и нормально бы жила. Да. Да, есть такая штука у нас в обществе, что почему-то они думают, что могут заявлять такие вещи. А я прям помню, мне говорили про забор, про, ну да, про забор, даже про подушечки Орбит говорили. Ну, то есть всяко разно стебали, но потом в какой-то момент жизни я пошла учиться на психолога. Это сильно повернуло очень все в моей жизни. Я просто, если сказать простым языком, как будто бы все это отпустила. Я поняла, почему люди это делают. Поняла, почему люди, и это мне И помогло не почему? запариваться. Ну, в основном по глупости. То есть Мгм. просто нет фильтрации ценностей у людей такие, ну, низкие, да, про пушок сказать там про зубы, и понимать, что человеку это ставит дискомфорт, и этот человек это не поменяет. Ну, то есть какая цель вообще, да, говорить Мгм. такие вещи людям? Поняла, как строится коммуникация, и Мгм. просто поняла и приняла это разнообразие людей, что бывают такие, бывают другие. Есть люди, у которых гораздо более высокие ценности по жизни, они не видят какого-то пушка, недостатков каких-либо в человеке, во внешности, и именно вот к таким людям я Да. и стремлюсь. И, безусловно, я не идеальна. Да, у меня не супер какая-то идеальная внешность. Я сомневаюсь, что люди вообще есть такие. Даже Да. какие-то модели при ближайшем рассмотрении, а у них тоже есть недостатки. И это нормально. Никто из нас не идеален. И я это понимаю. И тем людям, которые мне говорят что-то неприятное, я говорю: спасибо. Условно, ты не прошел фильтр, ты не прошел Мгм. тест. С тобой мы общение не будем продолжать. И все. Ну, то есть, либо можно побеседовать, например, а с какой целью ты Мгм. это заявлял? То есть, поисследовать этот момент. Слушай, ну да, это очень интересная позиция. Вот видишь, я еще немножко, наверное, иду к этому, потому что у меня еще бывают моменты стеснения какого-то, Мгм. но я себя, видишь, вот как с этими следами от прыщей, да, я себя стопорю, и, в принципе, вот эта фраза мне помогает, что «а зачем мне быть идеальной?» Мгм. Ну, то есть Да. я знаю, что я красивая, я знаю, что я, да, там, эрудированная, Мгм. я знаю, что у меня вполне неплохая фигура, которая мне нравится, я знаю, что у меня хорошее чувство стиля, но как бы также у меня есть недостатки. И зачем мне быть идеальной? Просто, ну вот, для чего? Да, да. Как бы, Чтобы понравиться этому человеку? Нет да. такой цели у нас. Или какому-то, знаешь, вообще, в принципе, всем Да-да-да. понравится, да? Всем понравиться невозможно, да и не нужно. Да. Слушай, знаешь, о чем еще хотела с тобой поговорить очень?
Я знаю, да, что ты из психологии, то есть ты работала прям с клиентами. Правильно? Моя история с психологией такова. В детстве я мечтала быть психологом, но мне это виделось как в фильмах с Фрейдом. Ага. Знаешь, когда сидит психолог, он сидит за спиной клиента, клиент на кушетке, и просто рассуждая, да, вот этот классический Мгм. психоанализ. Я имею в виду в том смысле, что я это видела вот так вот своими детскими глазами, и мне казалось, что психолог — это просто послушать клиента, что это, знаешь, как будто бы легкая работа. Вот. Тебя из-за этого тянуло? Да. Ты- И я думала, вау, ты просто сидишь, слушаешь клиентов, и Ты какая лентяйка была, а? да, почему была? Я признала в себе, что я лентяйка, вот, и люблю легкость, да, мне кажется, все на самом деле любят легкость. Так вот, я представляла это себе так. Потом в какой-то момент эта мысль меня отпустила, да, там закрутила настоящая реальность, и только потом уже я такая, я же хотела быть психологом в детстве. Слушай, у Точно. меня точно так же с художником было. И я просто начала искать, где бы мне поучиться, как мне стать, начала больше узнавать про эту тему. Но к тому моменту я продолжала все это время работать, я рано начала работать, и поняла, что мне больше привлекает не такая психология, как работать тет-а-тет с клиентом, а мне больше привлекает... то есть я, оказывается, не очень-то люблю слушать, а психолог — это как раз прослушать. Я поболтать люблю, да? Да, а я люблю поболтать. Продолжаю учиться на психолога, и в этот момент у меня на работе складывается так, что я должна проводить тренинги. То есть я беру новеньких или не новеньких, да, собирается какая-то группа человек, и я должна им рассказывать что-то, проводить какие-то тренинги, вводить их в курс дела, как у нас все устроено. И я понимаю, мне это нравится. Вот он кайф. Они молчат, я Поболтать. говорю. То есть это класс, это мне подходит. И я понимаю, так, мне нужно развиваться в этой теме. Я пошла учиться на психолога, защищалась даже именно на тему того, как влияет обучение взрослых людей, то есть как обучать взрослых людей, вот это вот все. И у меня была небольшая практика, так как все-таки психология классическая, да, это именно консультирование. Проходила личную терапию попутно, работала с разными, ну, именно я ходила к психологу, чтобы он меня протерапевтировал. Ну, нормально, да, у каждого Вот. психолога есть психолог. Да. И, то есть я набирала опыта, смотрела, а как это выглядит вообще, как у этого человека, как у этого, как этот себя ведет. То есть мне нужно было больше получить опыта и увидеть, как это, насмотренность больше в этой области узнать. Начала ходить по тренингам и устроилась на работу там, где я тоже вела тренинги. И поняла, что вот оно мое. Вот это кайф. Ну, слушай, знаешь, у нас на самом деле немножко похожи, да, истории касательно того, что из какой-то профессии, да, к которой долго шли, перешли в другую профессию, да. То есть я из художника перешла, и я помню, что у меня это был прям супер стрессовый такой момент, потому что когда я отказалась от того, что я в роли художника, я такая, так, а кто я теперь тогда? Да, если я всю жизнь говорю, я художник, а теперь я перестаю зарабатывать тем, что я художник. И как бы, а кто я тогда? И вот это, знаешь, еще есть тоже в обществе такое идентификация себя через профессию. Вот. И когда ты, мне кажется, многим бывает сложно из-за этого сменить профессию, что как будто бы собственную идентичность придать, знаешь, что-то такое. Вот, и у меня на самом деле тоже был такой период. И мне вот интересно, как у тебя, да, вот этот переход, то что, ну, так как ты с психолога перешла на тренера, фитнес-тренера, это вообще на самом деле, да, это же ну да, есть какие-то схожие, да, у меня тоже кое-как, да, психология связана с художественной сферой, я арт-терапевт в том числе, но все равно это две разные сферы. И тут то же самое, да, как бы психология и фитнес-тренер. Дело в том, что у меня не было какой-то жесткой идентификации себя, например. То есть у меня нет такого, что, мол,
мое призвание вот это и все. То есть такого, как будто бы в моей жизни я никогда не ставлю какие-то точки. Я такая, как исследователь. Я попробую вот это. Интересно, как оно будет, как оно отзовется во мне, как оно отзовется в моем окружении. Вот я поработала психологом, поняла, что не совсем мое, немножко нужно больше в обучении. Пообучала, я поняла, что там много денег, но там именно корпорации, и это очень, так скажем, жестко для меня. А я хотела уже больше свободы. Я вообще всегда, в принципе, хочу больше свободы. На этом мы с тобой и сошлись. Да, я не хочу график, не хочу вставать по утрам, то есть я хочу максимальную свободу. И начала искать, что я могу делать такого, чтобы мне не пришлось подстраиваться сильно, по крайней мере. И в тот же момент я понимаю, что в моей жизни очень мало активности. Я никогда не любила спорт, не любила физкультуру. Вообще просто никогда. Плюсую Я очень даже сильно. не любила играть. Многие там любят играть в баскетбол, волейбол, там еще что-то. Я даже в это не люблю играть. Ага, я любила только головой мячи ловить. Вот. И тут я понимаю, что мне нужна физическая активность. И я начала знакомиться с этим. Я пошла в хорошую академию, которая готовит фитнес-тренеров, и узнала, что фитнес и спорт — это абсолютно разные вещи. То есть и многие просто это путают по своей неосведомленности. И я узнала, что фитнес — это про здоровье, это про аккуратное и бережное отношение к себе. А это как раз то, что гармонирует с моими ценностями. Я транслирую бережное отношение к себе. Да, я обучилась... То есть психология, она вообще, можно сказать, моя жизнь разделилась до и после. После того, как я обучилась и продолжаю обучаться, потому что... Вот, ты меня поймешь, в психологических кругах есть такая шутка: если психологу отрубить голову, то он еще 2 недели по инерции продолжит учиться. Вот то же самое, я считаю, должно быть во всех профессиях. Я продолжаю учиться, и вот сейчас отучилась на фитнес-тренера. Ну как сейчас, я уже 3 года работаю. 3 или 4 года. Я каждый раз работаю, провожу тренировку и думаю: боже, почему я не сделала этого раньше? Это же просто замечательно. Тут все, что У я меня люблю. вот вопрос просто возникает, да, что ты говоришь, что ты не идентифицируешь себя с работой, да, и то есть ты как будто бы оставляешь себе поле какое-то, да, для свободного плавания. Как у тебя сейчас, когда ты пришла именно вот к профессии фитнес-тренера, и ты чувствуешь, что это прям твое, не начинает ли происходить какого-то слияния? У меня есть такое понимание, что ничего в нашей жизни не вечно. Я понимаю, что и фитнес-тренер, скорее всего, я не навсегда, ну, не до конца жизни. Сейчас мне кайфово, сейчас я это делаю, мне все подходит. Что будет дальше, я не знаю, что мне взбредет в голову, что все-таки реальность нам тоже диктует свои условия. Может быть, появятся какие-то новые профессии интересные, которые меня заинтересуют, и я пойму, что там тоже будет достаточная свобода, и я смогу перейти туда. То есть, а может быть, так и останусь. То есть такого прям супер слияния, погружения нет. Слушай, мне очень импонирует твой уровень внутренней свободы, да, что ты себя чувствуешь просто вот как человек, вот Да. и не обросший чем-то. Ты в первую очередь вот просто человек. Есть такое. Знаешь, я вот когда думала о том, что мне вообще рассказывать в подкасте, вспоминала какие-то моменты своей жизни. И знаешь, что интересно? Я помню, на моей самой первой работе я работала кассиром в каком-то вещевом отделе одежды. Вот. И причем, заметьте, именно кассиром я не любила продажи. Я работала только с денежками. Денежки я люблю. Вот. И у нас сменялось руководство, и это новое руководство пришло знакомиться с персоналом. И, значит, менеджер, ну, который должен предоставить это знакомство, да, как бы осуществить. То есть мы не то, что про себя рассказывали, там: здрасте, я Лена, я там кассир, а он рассказывал: это вот у нас то-то, то-то. И знаешь, как меня представили? Менеджер, с которым я просто работала, причем, ну, как бы я не скажу, что это моя подружка или еще что-то. И она говорит: а это Лена, она никогда не предает себя, всегда верна себе. И меня настолько это удивило, я еще о себе такого не знала. Я еще только знакомилась со своей жизнью, какая я в этой жизни, да, я только выхожу в эту взрослую жизнь, я еще о себе такого не знала, а она уже такое обо мне сказала, и она сказала это так твердо, и мне это прям врезалось на всю жизнь, и я такая: да, я такой человек. Да, я Лена, и я никогда не предаю себя. Да, то есть я верна своим ценностям. Для этого нужно понимать свои ценности, для этого нужно себя исследовать
И именно знать, что тебе подходит, что не подходит, пробовать и не зацикливаться, да, это вот как про профессию. Слушай, да, я тебя 100% понимаю, и вот почему, да, хоть у меня и было, да, некоторое слияние с ролью художника, а почему это слияние было? Потому что я с 14 лет я начала уже работать. Я делала там какие-то портретики на заказ, какие-то там логотипы, я еще не знала, что такое логотипы. Мне уже Но уже делала. уже кто-то за это что-то заплатил. И из-за этого у меня как-то становление личности прошло, знаешь, с мыслью, что я художник. И плюс еще все вокруг мне твердили: да что это не работа, это ничего у тебя там не получится. Вот. И я помню, как у меня такой прям период был у меня в семье, там один из членов семьи, да, очень сильно так на меня набросился со словами, что что ты о себе возомнила, что ты там о себе думаешь. И как будто бы, знаешь, в противовес вот этим всем людям, и плюс из-за того, что это тянется с подросткового возраста, вот я в эту роль себя так вросла сама. Вот. Но почему я все-таки смогла уйти, да, несмотря на то, что там прям сильно было. Я сейчас все равно говорю, что художник однажды, художник навсегда. Я себя не перестала называть художником. Вот. Но, по крайней мере, я уже себя как в профессии в этой, да, не идентифицирую, смогла уйти в другую профессию. Потому что как раз-таки есть вот это чувствование себя. То есть не столько понимания, то есть это не совсем сознательный процесс, да, это больше на уровне ощущений. Когда ты живешь и тебе, ну, что-то делаешь, какие-то свои привычные дела, к которым ты привык, какая-то работа, да, какие-то задачи, и в какой-то момент ты отслеживаешь, что внутри вот это чувство какое-то что-то не так. Что-то не так. И ты начинаешь уже так это более, ну, этот голос начинает в голове, что-то не так, что-то не так. Ты начинаешь пытаться разобраться, что не так. Прикидываешь, вот это не так? Нет, ощущение никуда не девается. Вот это не так? Ну, что-то ближе, но нет. И вот когда ты приходишь к тому, что именно не так, то тебя прям отпускает. Ну, это меня. В общем, так происходит у меня процесс чувствования себя. Как влияет понимание себя на это все, то что все-таки, когда я начинаю пытаться подобрать, что не так, да, у меня есть понимание моей личности, и я могу уже попробовать подобрать какие-то моментики, чтобы определиться, что именно не так. И вот это понимание и чувствование себя, оно просто критически на самом деле важно, потому что я, если честно, даже не представляю, как вот жить, знаешь, и не чувствовать, вот, что тебе подходит, что тебе не подходит. Ну, у меня, может быть, было что-то подобное, но мне кажется, обычно люди проходят этот этап в подростковом возрасте, тогда, когда начинается знакомство с собой, и ты понимаешь, ну, так скажем, не прям понимаешь, но чуть больше начинаешь себя узнавать, и уже что подходит, что не подходит, насколько вообще гибкая твоя личность, насколько ты можешь добавлять. Вот я из-за того, что, представляешь, вот я не любила школу, я просто ненавидела ее. Ну, благодаря, наверное, учителям. Ну, плюс жесткой дисциплине, да, вставать по утрам — это вообще не мое. Ой, согласна с тобой 100%. Вообще не люблю. Поэтому мы снимаем уже под вечер. Да-да-да. Вот. И они как будто бы немножко отбили вот это желание учиться. А потом, когда я в жизни столкнулась с тем, что учиться — это вообще когда ты это для себя сам уже нашел. Когда я выбрала, чему учиться, когда учиться, у кого учиться, это совершенно другой уровень. И я понимаю, что мы, собственно говоря, и состоим из нарастания вот этих навыков. Нам только нужно правильно выбирать. Я понимаю, что именно вот таким образом я строю свою жизнь, добавляю в свою личность то, что мне необходимо, Слушай, и убираю то, что очень многим, мешает. мне кажется, вот да, как ты сказала, вот этот навык, он мне нужен или не нужен, но это же все равно про чувствование себя. Мне кажется, есть люди, которые не могут это определить, нужно мне это или не нужно-то. Иногда, тогда, когда ты не чувствуешь себя, мне кажется, нужно нарастить тот навык, который просто нужен, чтобы ты выжил. Да. А потом уже, если не нужен, ты отказаться сможешь всегда. Это одна из тех, кстати, вещей, которая мне, наверное, ну, спокойнее я уходила все-таки из профессии. Ну, как спокойнее? Ну, нет, тяжко было. Но я смогла. Одна вот из тех мыслей как раз, что никуда не пропадут мои знания. Да. Более того, я тебе скажу, ты про свою первую работу сказала, моя первая работа была в
прачечной. В прачечной отеля я была, это называлось оператор стиральных машин. Вау! Почти как французская куртизанка. И до сих пор мне даже те знания, я там проработала 3 или 4 месяца, это была какая-то очень жуткая работа за очень маленькие деньги. Вот, я до сих пор, я использую эти знания, когда стираю. Ну, то есть буквально везде в нашей жизни все то, через что мы проходили, оно всегда пригождается. Оно всегда, причем да. ты не знаешь, когда оно именно пригодится. Ну, помимо того, что есть какие-то плюшки, которые мы именно на работе научились. Вот я, например, на своей первой работе, она там тоже была не супер какая-то высокооплачиваемая, но нормально оплачиваемая. Тогда мне вообще отлично хватало. Но она была больше, знаешь, почему я вообще в нее влилась? Она была про тусовку. Там были классные ребята, там был супер коллектив. Я могла чуть ли работать не круглосуточно, потому что это было так, как будто я пришла просто на тусовку. Блин, а я в свое время тусила в прачечной с бабулями. И, не знаю, мне прям так нравилось, что реально я была готова на этой работе. Мне там были, естественно, свои какие-то трудности, да, и я была готова с ними мириться, как-то их решать. Это тоже про жизненный опыт. Да, в том числе, конечно. Все прям супер гладко, но не бывает. И мне кажется, мне помогает справляться именно то, что я понимаю, что идеально не будет. Такого просто не бывает. А зачем Жизнь идеально? Возвращаемся с тобой к этой фразе. А зачем идеально? Нужно многогранно, разнообразно. Опять же, про внутренние ощущения. То есть, если внутри... Вот у меня еще, знаешь, у меня прям в груди это на уровне чувств. Мне кажется, это классно, если кто-то, да, не умеет отслеживать. Классно именно на физику в первую очередь обращать внимание. То есть, как оно в теле ощущается. Ты можешь сначала даже не научиться дифференцировать это, что это такое, но, по крайней мере, обратить внимание, что там какое-то давление в груди. Вот у меня это именно так проявляется, да, что когда мне что-то прям то оно прям вот у меня начинает здесь давить. У меня обычно комок в горле. То есть у меня такое ощущение, как будто бы я хочу сказать: да пошли вы, но не говорю этого, да, из-за своей воспитанности. И вот это «да пошли вы» застряет да, вот здесь. И оно застревает комком, и я уже начинаю... Для меня это уже звоночек такая. То есть мне нужно с этим что-то делать. Я, кстати, всего лишь, наверное, дважды попала в змеиный коллектив. Долго там не смогла проработать. Да, у меня тоже так было. Я один раз попала в жутко змеиный коллектив просто. Я продержалась. Отгадай, вот попробуй отгадать, сколько я продержалась. 2 недели. 3 дня. Обалдеть. Нет, у меня была такая работа, на которой я вышла 1 день. Меня главное... А там знаешь, какая странная система? Там сначала оформляют, а потом распределяют куда. И вот я пришла, и в середине дня я понимаю, что это просто не мое. Ну, то есть не просто из-за коллектива. Коллектив я даже там не помню, что было. То есть просто, сама работа такая, вообще не то, что мне обещали, совершенно все другое. И я просто говорю этому начальнику, что я не хочу. И он мне начал там устраивать какую-то истерику, что я обязана там 3 дня отработать. А я я не хочу здесь, я вообще ничего этого видеть не хочу больше. У меня прям такая истерика была. Я помню, что я ревела, говорила, что я сюда больше не вернусь. Вот. Но там больше не из-за коллектива, а самой работы. А именно из-за коллектива, это тоже, по моим меркам, мало. Несколько месяцев я там продержалась, парочку, что ли. Потому что девчонки там были, почему-то они... Я не исключаю, что, может быть, я сама себя как-то так вела, как будто бы я отщепенка. Но мне так сложилось впечатление, что как будто бы у них было такое ко мне отношение, что я какая-то вот, не такая. А как ты себя чувствовала? Вот чувствовала себя, что я не хочу идти на работу. Я прям буквально себя насиловала, чтобы пойти на работу, потому что мне было очень некомфортно. Мне одиноко, да? То есть как-то было? Они там все вместе, да? Да, то есть такое ощущение, что у них там какая-то тусовка. То есть я первый раз в жизни не смогла влиться в коллектив. Представляешь, для меня это было вообще, А причем там работа очень классная, очень хорошая. Я как раз там работала тренинг-менеджером. Прямых каких-то там недопониманий не было, там, знаешь, чтобы конфликты какие-то, такого не было, но я все время чувствовала себя чужой, как будто бы они... Я тебя понимаю, у меня тоже так было. Ты чувствуешь себя какой-то уязвленной. И я вот думаю, понятно, что мы хотим, чтобы с нами общались всегда тактично, деликатно, мы всегда этого ждем от других.
Но они же не обязаны соответствовать нашим ожиданиям. Не обязаны, Хорошо но и, бы. но и мы не обязаны в этом обществе тогда находиться. Да, вот. Мгм. И вот тут наш выбор уже. Мы хотим Да. дальше с этим человеком Ну, продолжать, или мы собственно, хотим тратить нервы на его перевоспитание. ну вот, собственно, да, то есть это вот 100% это мой подход к жизни, да, то есть, грубо говоря, да, если я иду по улице и на улице валяется куча мусора, я сначала подумаю, целесообразно мне его убирать или нет. Если Мгм. целесообразно, я попробую. Но Мгм. если не получится, или если я изначально пойму, что нецелесообразно, я просто это Мгм. обойду. Я не вижу смысла садиться туда и барахтаться в Ну этом. да. Слезы, я Ой, через я тоже слезы. любитель поплакать. Да, это вообще это такой кайф. Я считаю, это супер недооцененный вид снятия стресса, потому что я вообще все эмоции. Недооцененный почему? Потому что в детстве. Да, потому что вообще, да, вообще в принципе не принято у нас Да, что-то плакать. запрет. Никто не задумывается, что слезы это очень хороший регулятор эмоций. Вот, мне страшно, я всегда злюсь, мне всем разрешаю грустно. плакать. Да, Прям они иногда, ну, понятно, что клиентам мы разрешаем, ну но да, даже тогда, когда кто-то хочет поплакать просто, и он не является моим клиентом, да. или там, ой, извините, я там Да, сейчас я всегда говорю, плачь! Да, я говорю, Ради бога, пожалуйста, давай вместе. не нужно себя ограничивать. Да. Поплачьте, если организм этого хочет. Снимите это напряжение. Причем неважно, мужчина Мгм. это или женщина, А плачьте. ты представляешь, какая жесткая психосоматика? У нас же это все в нервную систему Да. уходит. Вот это ты сдерживаешь эти порывы, Да. и это кошмар Это просто как да. незавершенный вот этот процесс стресса, и мы его сохраняем в себе, только усугубляем. Поэтому нет, я всегда всем разрешаю плакать. Ну При этом вот. себе я особо не разрешаю Да? по-прежнему. Но сейчас, кстати, так интересно, что вот, например, в подростковом возрасте я прям частенько плакала. Прям Мгм. помню, что частенько я могла и в школе поплакать, на уроках, даже из-за каких-то, казалось бы, мелочей. Но напряжения, видимо, было Ну много. слушай, мелочи, они для кого мелочи? Со стороны? Ну да. Нет, я сейчас как бы вспоминаю, Мгм. что это, в принципе, было незначительно. Но я понимаю, что это значит, что это же как бы снежный ком, это Мгм. уже мелочь добила. Ну и тогда эта мелочь могла плакала. значительной казаться. Да. А сейчас особых поводов нет. Я даже не припомню, когда бы я плакала. Хотя на фильмах я вот могу прям хорошо поплакать. Я плачу каждый день. Я тебе так... Серьезно? Да. Я Не, плачу у меня каждый день. У последнее меня время я очень не плачу. очень много поводов. Я плачу, если мне страшно, если мне тревожно, если мне грустно, если у меня злость. Я могу поплакать от радости, могу поплакать от того, что, господи, Деня, Виня, я вас так люблю, господи. Я могу поплакать над фильмом. То есть у меня так много поводов, что, в принципе, реально каждый день я могу... У меня находится какой-то повод поплакать, и я У меня нет безумно так этому много рада. поводов. У меня в подростковом возрасте намного более я была зажатой, потому что меня очень дразнили. Вот. В детстве в школу я в новую перешла в 3 классе, и из-за того, что я могла себе позволить, да, поплакать, из-за этого меня воспринимали слабой и начинали надо мной издеваться. Вот, Вообще, потом... что за прикол, да? Вот это, когда ребенок начинает плакать, еще больше начинает усугублять это. Ну, Кошмар. блин, да, это, кстати, феномен, который, Да. ну, аж с этим ничего не поделаешь. Да. Испытывают на прочность всех, и взрослых, и сверстников. Да. Вот. Потом, ну, со стороны взрослых тоже вот это поплачь, пописаешь меньше, знаешь. Знаешь, у меня со стороны взрослых не было Мгм. давления на то, что я плакала, Мгм. а вот в школе, да, я поэтому очень скрывала. Я прям такая, Да, я сижу. тоже старалась в школе У вообще меня не уже плакать. весь учебник мокрый. Да, я тоже это все очень хорошо помню. А сейчас я, наоборот, видимо, знаешь, ну, у меня тоже и в отношениях тоже такое было, что мне типа вот что ты там постоянно ревешь. Подруга у меня тоже была, которая она на мои слезы очень странно реагировала как-то. Вот. И вот я, когда в отношениях с Денисом стала, вот это какое-то, знаешь, всепоглощающее принятие, которое есть в наших отношениях, оно меня прям исцелило. Я теперь реву, как мразь постоянно, как будто все, что я не выревела вообще когда-либо, я теперь Всё разрешаю накопленное. себе, да, разрешаю себе спокойно плакать, и мне кажется, моя нервная система держится только на слезах. Ну Ну, вот. Я могу поплакать хорошо над фильмом каким-то сентиментальным. И вот что еще за собой заметила. Могу поплакать, когда, например, я очень люблю
благодарить людей. Мгм. Прям от души. Что-нибудь, если какой-то повод, пожелать им что-то. И вот когда я это говорю, Порыв. да, и я прям чувствую, я сама от этого процесса кайфую, и я прям чувствую, как у меня слезы наворачиваются. Пока не могу объяснить, почему это именно вот в таких моментах происходит. Ну, А, чисто теоретически можно проанализировать. ну, ты как думаешь, что это? М, У меня просто, видишь, у меня в принципе, когда поднимаются какие-то чувства, Мгм. эмоции, у меня эмоции в слезы могут вылиться вообще. И то есть у тебя, Любые, то есть да, и любые сильные эмоции. мне кажется, что так у всех людей, в принципе, не у всех прям все эмоции выливаются в слезы, но то, что Мгм. любые эмоции могут выливаться в слезы, то есть ты, возможно, испытываешь какую-то определенную особенную эмоцию, да, или состояние, которое у тебя вот вызывает. Да, потому что когда я, например, делала самостоятельно практику благодарности, да, такую наслышанную и популярную, если ее делать правильно, то она реально очень полезная. И я тоже могла плакать в момент вот этого, и я прям реально чувствовала себя абсолютно счастливейшим человеком и плакала просто от счастья. Да, такое было. Но чтобы из-за каких-то, что мне там слишком грустно или еще что-то, не могу такого У припомнить. меня не то, что грустно, мне просто может быть грустно, когда у меня стресс накапливается. Мгм. У меня сначала идет злость, Мгм. а потом за злостью, короче, когда злость отступает, приходит грусть. Мгм. Вот оно у меня прям всегда такой процесс. И даже не только из-за стресса, в принципе, когда я Мгм. очень сильно злюсь, у меня сначала идет порыв в злость, а потом какую-то, не знаю, может, жалость к себе какую-то. Вот. Ну и в принципе в то, чтобы вот эта злость, это же энергию, то мы же живем в социуме, да, и мы не можем всегда злость выражать так, как нам Мгм. хочется. Мы ее можем, да, вербально выражать. По большей части мы именно вербально и можем выражать злость. Вот, и поэтому, возможно, какое-то скопленное напряжение потом у меня переходит вот, да, вот в эту какую-то такую грусть, меланхолию и в слезы. Просто вот полежать, поплакать. Ну, мне кажется, почему бы и нет? Достаточно безопасный способ освободиться от накопившегося напряжения. Почему люди себе запрещают, непонятно. Плачьте, плачьте, народ. Вот. Ты знаешь, ты сказала такую фразу про жалость к себе, и я прям вспомнила сразу маму свою. Вот она мне запрещала жалеть себя и Офигеть. плакать в том числе. Ну, как бы, то есть это сопутствующие всегда как будто бы моменты, что ты начинаешь себя жалеть, а нельзя себя жалеть, так Мгм. только хуже будет. И Есть же слезы. даже направление в психологии, практика психология сострадания. Мгм. И я, кстати, сейчас углубляюсь как раз в изучение этого направления, и там как раз-таки про то, чтобы сострадание к себе, жалость иногда, и это, наоборот, лечит. Ну, прям Не жалость усугубляет. к себе не знаю, насколько лечит. Мне больше вот нравится направление психологии принятия ответственности. Вот это прям вот про принятие. Принятие себя в таком виде, даже если ты там смело себя пожалеть, это тоже нормально. Это тоже нужно принимать в себе. Ну, и с этим как бы я, конечно, с мамой не согласна, но это нормально, это ее мнение. Пусть оно будет таким, если ей так нравится. Ну, интересно, как у тебя сейчас это срезонировало. Да, я просто вспомнила эту фразу, и прямо она меня сразу напомнила, отнесла меня к воспоминаниям. А что именно она тебе говорила? Ну, прям так и говорила, что не нужно себя жалеть, что жалость к себе, она только делает хуже. Ты как будто бы, ну, понимаешь, это как защитный механизм. Где-то он ей помогал не жалеть себя, а быть сильной, потому что меня так воспитывали. Быть Слушай, сильной. Ну, у меня, знаешь, как это у меня воспринимается в моей голове? Жалость к себе — это в том числе про любовь к себе. То, что иногда, да, бывают такие ситуации, когда ты не вывозишь, когда тебе тяжело, и ничего нет страшного в том, чтобы, да, расслабиться, погладить себя по головушке и сказать: бедная ты моя несчастная Полиночка. А любовь к себе и понимание своих эмоций, понимание того, в какой, да, атмосфере ты находишься, в каком состоянии ты находишься, это про силу, про внутреннюю силу. То есть можно, мне такое чувство, что можно силу искать в разных источниках. Да.
Да, но мне кажется, она просто, как я это понимаю, она имеет в виду не застревать в этом состоянии. Когда ты, знаешь, условно накрутил себя, жалеешь и лежишь, Слушай, плачешь крокодилями слезами, и только себя а успокаиваешь. если ты застрянешь на какое-то время в этом состоянии, что случится-то? На самом деле, я считаю, что если на какое-то время разрешить себе застрять в этом Вот, состоянии, ключевое слово на какое-то время. так оно же так и происходит. Ты же сама как психолог можешь понимать, что эти эмоции, они пройдут. Да. И Так ты это, себе разрешаешь, со а это мной-то это по-любому будет на прокатывает. какое-то время. То есть мне кажется, что наоборот, люди, которые постоянно у них, знаешь, в речи какая-то жалость к себе проскальзывает, это как раз люди, которые себе не разрешают себя. Вот просто сядь, ты уже нормально себя пожалей, и оно уйдет. Ну, то есть это так работает. Ты мне напомнила про технику, про 5 минут поныть. Да, То есть хочется тебе поныть, выделяешь, засекаешь 5 минут, просто жалуешься, ноешь, все херово, все Ну да. плохо. А в то какой-то это. момент ты привыкнешь и потом уже всё. просто будешь себе А теперь разрешать. делаем, решаем все эти проблемы и трудности, которые Да. навалились, идем делать Ну, дела. вот я говорю, у меня же это уже пришло к такому состоянию, что я уже чувствую, вот мне сейчас надо поныть. Я не засекаю Мгм. 5 минут. Я просто делаю это, оно всегда проходит. Это как апатия. Мгм. Ты же знаешь, что вот когда у нас апатичное состояние, очень часто бывает, что это сигнал усталости. Мгм. И ты просто сядешь ничего не делать, и постепенно твой организм, он восстановится. И ты встанешь, и тебе захочется что-то делать, апатия пройдет. Вот и тут то же самое. Да блин, ляг ты себя пожалеть, а в какой-то момент ты устанешь от этого. И Да, встанешь да. и пойдешь что-то делать. Невозможно застрять в жалости, если ты себе разрешаешь себя жалеть. Да, да. Думаю, да. Знаешь, что еще хотела обсудить? Ты же переехала. Где ты жила, где ты выросла? В Москве. Вот, в Москве. Ты с Москвы переехала на юг сюда, да? Мне очень интересно про вот этот процесс послушать, как ты вообще, как себя чувствовала, какие были проблемы, потому что мне кажется, что сейчас, особенно, да, когда у нас там массовая иммиграция у нас началась, и часто смотришь на людей, и они как-то вот так вот, ну, переехали, и все. Ну, как бы какие-то мизерное количество блогеров рассказывает о том, с какими проблемами они сталкиваются, но по большому счету как будто бы так легко, так все прекрасно, да, там люди в другие страны переезжают, а я, блин, думаю, тут даже в другой город переехать это такой стресс, а тем более в другой климат, да, как у тебя. Как вообще пришла к этому, интересно узнать, и как проходил этот процесс? Сейчас скажу такую вещь, странную, возможно. Я очень люблю природу, и поэтому у меня всегда был какой-то как будто бы такой, ну, знаешь, не то чтобы мечта, но как будто бы какое-то желание пожить в небольшом городе. В небольшом. Ну, может быть, даже как будто бы ближе к деревне. Ну да, но это не совсем про Краснодар, Да, это ближе не к совсем про деревне, но Краснодар. но он Уже, большой, да. уже. Пока ты собиралась Да, сюда пока приехать, сюда он разросся. разросся. У меня никогда не было каких-то интересов именно в Краснодаре. Более того, я не знала о нем буквально ничего. Просто территориально знала, что он где-то находится там в Краснодарском крае. Да, и все. Как мы пришли к этому? Мне просто надоело жить в Москве. То есть я всю жизнь там прожила. Я знаю там, ну, можно сказать, все вдоль и поперек. Неважно, сколько в Москве развлечений, там постоянно что-то меняются, локации, мероприятия, кто-то приезжает, уезжает, это все понятно. Но мне как будто бы, знаешь, ну, присытилась, просто присытилась, и мне это уже кажется каким-то однообразием. Мне хочется больше природы. Я люблю нерукотворные именно какие-то достопримечательности. То есть вот я, например, была в Петербурге, безусловно, он шикарен, он красив, но там все вот построено человеком. Так вот, я люблю природу, и поэтому мы начали смотреть что-то вообще. В идеале мы хотели на море жить. Ну да, так-то те у нас города, которые возле моря, они более такие, как больше Да, на деревню более, похожи. да, Краснодар, он все равно как маленькие. бы довольно крупный. Вот. Но помимо того, что мы хотели жить ближе к природе и к морю,
мы еще и не хотели жить в абсолютной какой-то глуши. То есть это будет слишком большой контраст на фоне Москвы. Сразу ехать... Надо плавненько, Да, надо плавненько. И поэтому мы такие думаем, так, что у нас там есть повыше, но чтобы... То есть почему вообще изначально? Потому что климат хотим сменить, хотели и сменили. И потому что хотелось пожить просто как будто бы другую жизнь. То есть эту жизнь мы уже пожили в Москве. Классно, пожили. что это тоже как будто бы про чувствование себя, да? Да, То есть да. осознать, что Чего ты хочешь. что нужно, да, для тебя сейчас. И что будет наиболее комфортно. То есть я считаю, что мы бы сделали большую ошибку, если бы сразу переехали в прибрежный город. Тогда бы вернулись в Москву через полгода. Мне да? кажется, да, очень быстро бы вернулись. Не буду отрицать, что были такие мысли и в Краснодаре. Мы когда сюда приехали, то есть в тот год, когда мы хотели здесь обосноваться, мы первый раз побывали в Краснодаре. Вы то есть вообще, до этого ребята. никогда вообще не видели, не слышали, что это такое, вообще не представляли. В целом, когда я говорила кому-то, что мы переезжаем в Краснодар, люди очень неоднозначно реагировали, такие... Почему Краснодар? Да. Когда ты мне скажешь, что ты из Москвы в Краснодар. Кстати, когда все удивляются. когда люди слышат, что я из Сочи в Краснодар переехала и живу в Краснодаре, мне все время приходится пояснять, что я тут училась. Я сюда не сама приехала. Понимаешь, а мне даже пояснить нечего. Я просто переехала сюда ради тепла. И так как это наиболее городские развитый, пейзажи. да, наиболее развитый, так скажем, город на юге, поэтому именно здесь. Сочи, слишком дорогой, хотя тоже не отрицаем, что, может быть, будем жить и там. Не знаю пока, как все сложится. Так вот, когда мы переехали сюда, мы начали гулять по городу. Краснодар абсолютно разный, со своим частным сектором и прекрасным парком, конечно, вот этого Галицкого, он потрясающий. Он, с одной стороны, маленький, по меркам Москвы он очень маленький. Вот эти улочки, такие, особенно если брать старый центр, он такой вот уютненький, но он разрастается, и, в принципе, в спальных районах там примерно все плюс-минус то же самое, что и в Москве. Когда моя мама приезжала ко мне в гости, она сказала: Лен, так здесь же так же, как в Москве, только теплее. То есть плюс-минус то же самое. Безусловно, у меня вот первое впечатление, скажу честно, извините меня, все любители Краснодара, как будто бы я оказалась в Москве только лет 15 назад. То есть он сильно отстает по инфраструктуре. Но это и нормально. А что у нас по инфраструктуре не отстает от Москвы? Прошу да, прощения. понятное дело, что Москва — это отдельное государство. Там в этом плане все оптимизировано. А здесь мне бы тоже очень хотелось. У меня прям реально иногда я гуляю по Краснодару, мне он нравится. Не скажу, что прям я там в восторге от этого города, но он мне нравится, он мне симпатичен. Но мне все время как будто хочется, знаешь, приложить руку, прибраться где-то, порядочек навести, плиточку уложить получше. У меня такая же проблема с Краснодаром. Трамвайчик как-то перекрасить, подкрасить, поменять. То есть вот этой немножко не хватает, как будто бы хозяйской руки. У меня, знаешь, какие вот в связи с этим тоже такие похожие мысли? Это когда у меня есть любимые места здесь, да, вот Карасуны, парк Галицкого, Чистяковская роща, а еще люблю немецкую деревню. Но вот ты приезжаешь в это место, и ты такой: ох, как тут классно, как тут душа отдыхает. И ты такой весь отстранился от всей суеты этой жизни. Делаешь шаг за пределы парка и такой: блядь, я все еще тут. Просто. И сразу же, то есть тут у тебя такой дзен, мир, порядок. Вообще, я таких парков, на самом деле, в Сочи нету таких парков, как здесь в Краснодаре. Нету таких, знаешь, вот прям посреди города, чтобы у тебя было озеро с утками. Нету такого в Сочи. И но он весь равномерно такой зелененький, там посреди города речка такая, да, все. А тут вот получается шикарные, просто невероятные парки, в которых у меня вообще отдыхает душа, но ты делаешь шаг, и такой резкий контраст. Сразу же вот тебя с этого дзена переносит на какие-то, да, там раздолбанные выбрасывают улицы. Снова на обочину реальности, и ты едешь на этом трамвае. Кстати, обочина реальности — это классно, я Краснодар так иногда называю. Так интересно совпало, что ты сейчас сказала эту фразу. Да, тут иногда, правда, себя ощущаешь на обочине реальности, когда ты находишься вот именно в городе. Да, и вот есть такое, но
вот мы уже, получается, живем год с лишним, и, в принципе, адаптировались. Не скажу, что мы здесь там проживем всю жизнь, я не знаю, как она сложится. По поводу адаптации. Сначала было очень тяжело, особенно с поиском работы. Работа, естественно, ее меньше, естественно, платят меньше. И плюс еще мы же решили сюда приехать и купить недвижимость, а не так, чтобы просто пожить. Мы решили просто сразу купить. Вот. И это тоже немножко осложнило, потому что занималась семья, и это прям было тяжело. Найти хорошую, чтобы это было оптимально по денежным средствам, не завышено. Ну, в общем, я приложила колоссально, конечно, время и энергию. Это было... Я в какой-то момент даже чувствовала, а точно ли я вообще хочу этого? Может быть, мне просто обратно надо вернуться и, знаешь, спрятаться там обратно в свою маленькую... Короче, прям стрессово было, да? Да, в маленькую свою Москву. Когда ты там прожил, тебе уже все досконально понятно, и это что-то такое теплое, родное. Понимаю. И, то есть... Москва воспринимается по-другому, не как большой холодный город, там, где, знаешь, бизнесы и все идут по головам. Нет, для меня Москва совершенно другая. Она такая уютная, теплая, потому что я это все знаю. Да. Да. То есть это просто родной город, вот так скажем. Каким бы он ни был, он все равно родной. И Я тебя очень хорошо понимаю. Я первые 3 года в Краснодаре, я тут уже, получается, 7-й год живу. Да, и первые 3 года я все равно считала, что мой дом — это Сочи. И я постоянно приезжала в Сочи и такая: выдыхал. я дома. А вот последние, да, вот уже года 3-4, ну, я в какой-то момент просто начала замечать, что я приезжаю в Сочи, и я приезжаю как в гости. И я, наоборот, такая: блин, хочу домой. Вот когда появилось это чувство, я поняла, что, в принципе, я уже все, мой дом уже сейчас в Краснодаре. Мы когда искали жилье, мы именно смотрели средние этажи, потому что я же проанализировала все. И вроде как ученые говорят, что до 10 или даже до 8 этажа человек чувствует себя комфортно. Есть же высотки Москва-Сити. Вот они там, очень высокие. И там можно снимать апарты любому желающему. У меня там жила подруга, и она говорит: я так хотела, я так мечтала. И она сняла на неделю. И ей на 3-й день, На каком этаже? на каком-то там вообще... Космическом. Да, я не помню точно какой, но там выше 50-го точно. Охренеть. Вот. И она говорит: Это ужас. мне так нехорошо. Я постоянно чувствую какую-то внутреннюю тревогу. Постоянно как будто бы давление или что. Ну, то есть какое-то неприятное такое перманентное состояние, которое даже сложно описать. Она говорит: мне постоянно стало хотеться уйти отсюда. У меня есть странное желание, мечта, вот сейчас вот озвучу как раз в этом подкасте. Так. Я хочу зависнуть на колесе обозрения на самом верху и повисеть так, прикинь. Очень странно. Это страшно. Вот, а мне нет. Мне на колесе обозрения Ты просто не спокойно. застревала там, поэтому тебе нет. Каждый раз, когда я до верху дохожу, я начинаю прям реально физически чувствовать, как я расстраиваюсь, когда начинаю вниз, потому что мне безумно спокойно вот там наверху, знаешь, как будто бы реально ты отстранился от всей суеты, все что-то там ходят, суетят, Поднялся над всей этой а ты суетой. такой, да, типа где-то тут в тишине, на высоте с деревьями, такой, типа вообще ты к этому всему не причастен, но одно дело, да, когда ты это можешь там, даже застрять там на полчасика, да, даже на часик, а другое дело жить вот так, да, как бы, и ты постоянно чувствовать себя как бы отделенным от людей. Мне кажется, тут тоже какой-то баланс нужен, да, иногда хочется и умиротворенно, да, побыть там где-то в невесомости, а иногда хочется побыть поближе к людям. И вот на 50-м этаже, мне кажется, просто тупо супер одиноко. Ну, не знаю, мне кажется, это как раз тоже снова про исследование себя. Потому что у меня были подружки, которые жили и на 50-м этаже, но они жили вместе, и они прекрасно себя чувствовали. Да, это по-любому, да, каждому свое. Опять же, возвращаемся, у нас какая-то сегодня мысль подкаста, что все мы разные, да? Да. Все мы разные, и поэтому, собственно, и никакого идеала быть и не может, потому что такое идеал? Что-то, мне кажется, эфемерное. Да, и у каждого свое, опять же. Мы сами себе, да, вот эти какие-то грани безумия определяем. И, конечно, это нужно. Это нужно, я идеальная, оно нужно.
потому что чтобы мы стремились куда-то расти. Но постоянно себя сравнивать с этим я идеальным, постоянно равняться и думать, что, да, если... Что сейчас я недо, Да. что-то недоделал, недостоин. Мне кажется, что нужно просто принять факт того, что идеальных людей не бывает, и даже то, что ты сам себе определяешь как идеал, это точка, которая позволяет тебе развиваться. Да. Это не точка, к которой ты когда-то придешь, Да. это точка, к которой просто, ну, ты на нее смотришь, и тебе хочется туда идти. Один из пунктов развития. Под конец очень хочется тебя спросить, да, вообще подкаст называется «Все так», Мгм. да, как часто, да, у тебя может возникает вопрос, что со мной все не так, да, или со мной что-то не так, Мгм. да, и как ты приходишь к вот этому состоянию, что со мной все так? Именно в такой формулировке, наверное, нет. Мгм. То есть нет такого, что я прям задаюсь. Последний раз, мне кажется, такой вопрос я задавался в подростковом возрасте, а сейчас, наверное, нет. Иногда бывает, что я думаю, что могла бы и лучше, могла бы как-то вот более эффективнее, Мгм. но потом осаждаю себя и напоминаю о том, что я просто живу, мы же все живем первый раз, просто живу и стараюсь жить, получаю удовольствие Мгм. и в соответствии со своими ценностями. То есть это для меня прям приоритет. И если действительно я живу в соответствии со своими ценностями, значит, у меня все так. Значит, у меня все хорошо. И просто вот что бы сейчас ни происходило в моей жизни, я думаю, значит, все идет просто своим чередом. Пусть идет так. Я такая, какая я есть. В этой жизни такая, какая она есть. И все.